Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я поделюсь с вами, как украсить вот такой большой торт корзина с розами. Торт этот украшать я буду итальянской меренгой, белково-заварным кремом. Торт в диаметре без украшения, сама корзина 28 сантиметров. Покажу, как расположить на ней цветы. То есть, как правильно сделать так, чтобы эти цветы не смотрелись просто поляной, а смотрелись именно такой шапочкой. Сколько крема понадобится для такого большого торта. Рецептов крема белково-заварного у меня несколько на моем канале, и ручным миксером, и планетарным, и вообще без весов и без термометра, также на агар-агаре. Вот именно этот крем я сейчас готовила на агар-агаре, ссылочку на тот рецепт я вам оставлю в описании. Это идеальный для цветов, я считаю, рецепт на агаре, и в очень жаркую погоду также он идеальный, потому что белковый крем получается очень гладким, ровным и без особых пузырей на агар-агаре. Итак, торт у меня здесь сама заготовка. Это торт «Молочная девочка». Одна половина у меня с фисташковым кремом, и вторая половина просто с кремом пломбир. Покрыла я его слегка, буквально 200 грамм у меня на покрытие всего торта ушло это масляным кремом на сгущенке, чтобы торт был в такую жару очень стабильным, и чтобы влага не проходила к белково-заварному крему. И вот сейчас смотрите, буквально я только что сварила этот крем, я делаю как бы такую шапочку из крема. Это нужно сделать обязательно. Вот для корзины с розами обязательно. Для корзины с тюльпанами, наоборот, шапочка не нужна, а с розами нужна именно шапочка. Вот этот центр шапочки будет примерно 5 сантиметров у меня в высоту от основания торта. Торт сам по себе очень большой. С украшением он весит примерно 5,5 килограмм. Крем должен быть устойчивым. Вот это очень важно здесь, чтобы ваши цветы потом с него не поплыли. Потому что если у вас будет неустойчивое вот это основание, то цветы у вас будут держаться плохо. Если вы не хотите делать это из белково-заварного крема, вы, конечно же, можете это из самого бисквита сделать или из бисквитной крошки. Это все на ваше усмотрение. Я здесь делаю просто из крема, превосходно это все работает. И обязательно боковины, стеночки торта я также покрываю тонким слоем белково-заварного крема, потому что будем плести корзинку, чтобы переплетение корзинки у нас были уже полностью все закрыты внизу, чтобы не было просветов. Итак, сейчас перпендикулярно подложке я делаю линию из крема и делаю вот такие перемычки, уже переплетение у корзины. Насадка здесь у меня 8 мм открытая звездочка. Эта насадка присутствует в каждом наборе, даже для начинающего кондитера. И таким образом я сейчас плету всю корзину. Для корзины и для вот этого возвышения, так называемого, да, в центре этого торта, мне понадобилось крема из расчета порции на 200 грамм белка я варила. Немножко крема совсем у меня осталось, но лучше здесь пусть он останется, этот крем, чем его нам не хватит. Насадку здесь я взяла намеренно крупную, потому что очень трудно делать такой большой торт. Из мелкой насадки это понадобится очень-очень много времени. Конечно, здесь крема берет много, эта корзина, но она большая. Завершаю вот таким образом эту корзину. Все равно будет слегка видно этот стык, но не экстремально, скажем так. Когда я отсадила всю эту корзину, я торт убираю в холодильник. Он должен стоять в холодильнике, и я буду варить новый крем и делать цветы. Вы сначала можете сделать цветы, они у вас будут стоять, а потом уже покрывать торт кремом. Но лучше все-таки, чтобы он стоял в холодильнике, чтобы он был максимально охлажден, особенно в такую жару. То есть вот такая корзина у нас получается, делается она просто. Я сварила еще крема также на 200 грамм белка порция. Насадка у меня здесь 874. Этой насадкой, это примерно 3 сантиметра на выходе, это роза. Она большая. Я ее уже много лет назад сделала более узкой при помощи плоскогубцев, эту насадку. Потому что изначально от производителя она всегда идет очень крупная. Насадка эта продается буквально на всех маркетплейсах, она продается во всех кондитерских магазинах, эта насадка очень доступная. Делаем вот такие крупные розы. Делаем более маленькие, более большие, нужны всякого размера розы. Цвет у меня здесь у роз просто розовый. Я намеренно его не промешиваю всегда, чтобы немножко сами эти лепестки смотрелись более естественно. Поддеваю каждый лепесток насадкой, чтобы как бы надорванный такой был немножко лепесток, он смотрится так более красиво.
И беру крупные ножницы, так как у меня цветы большие, работаю только с крупными ножницами. Заметьте, основание для цветка я делаю достаточно узкое и высокое. Вот это важно здесь в этих цветах, потому что цветы очень крупные. Для чего я беру крупную насадку? Чтобы просто сэкономить время. Потому что когда такие огромные торты и нужно заполнить уже вот такое большое пространство, помогают именно только крупные насадки. Также здесь хорошо кондитерская насадка работает номер 128. Можно вот вместо этой насадки использовать. Также поддеваю каждый лепесток насадкой, и получаются вот такие как бы надорванные лепестки. Они смотрятся очень естественно. И роза стабильная сразу, то есть если вы крем сварили правильно, то у вас все прекрасно получится. Крем я здесь варила из расчета порции, как я уже сказала, на 200 грамм белка, 15 роз разного размера. Я это делаю намеренно, чтобы потом в корзине они смотрелись естественно. Конечно, если у вас будет диаметр корзины более маленький, допустим, 20 сантиметров, вы можете помельче брать эту насадку розы, допустим, 2 сантиметра на выходе. Это все на ваше усмотрение. Это просто у меня такой огромный диаметр. Теперь крем у меня просто бордовый. Здесь, может быть, на камере передается плохо этот цвет. И этой же точно насадкой делаю абсолютно те же самые розы, то есть чтобы это все смотрелось такой как бы монокомпозицией. Мне не нужно было, чтобы они чем-то отличались друг от друга. Как вы видите, я не использую здесь никаких красителей, распылителей. Я показываю самый элементарный вариант, как можно самыми простыми насадками отсадить вот такое большое количество цветов без особых вспомогательных средств. То есть все, что вы здесь будете использовать, это все продается в самых элементарных кондитерских магазинах и просто интернет-магазинах. Итак, делаю тоже бордовые розы. Их я также сделала 15 штук. Одну сделала прям сильно такую большую, и другие поменьше, и бутоны. Делаются они все по одному и тому же принципу. Торт я достала из холодильника. Он очень хорошо у меня охлажден, потому что жара на улице. Начинаем всегда всю композицию выставлять с самого крупного цветка. Все эти цветы я выставляю так как бы каскадом. Обязательно нужно смотреть, чтобы направление этого цветка соответствовало предыдущим цветам, чтобы они не были как бы в разнобой. Вот это тоже очень важно. Естественно, мелкие бутоны ставим внизу композиции. Ну или где-то, может быть, один внедряем, чтобы заполнить им просто пространство между крупными цветами сверху. И остатками вот этого крема отсаживаю вот такие просто незамысловатые бутоны, произвольные такие вот, где у меня есть вот эти промежутки. И я несколько роз еще отсаживала бордовых уже дополнительно к этим 15, потому что мне их просто не хватило. Сейчас у меня просто вот эта насадка, открытая звездочка 8 мм, я делаю из нее основание для гипсофилы. И смотрите, я намеренно оставляла пространство между этими розами, иначе они будут смотреться очень как бы тесно друг с другом. Мне нужно было, чтобы была зелень здесь. Крема здесь зеленого понадобится много. Этот цвет у меня как бы получился фисташковый. Я взяла травяной зеленый, смешала его с ярко-красным, капля буквально ярко-красного, и получился вот такой фисташковый зеленый цвет. Потому что если отсаживать здесь зелень травяным зеленым, испортится вся композиция. Здесь у меня насадка 4 мм, открытая звездочка, просто с белым кремом. Отсаживаю как бы цветочки у гипсофилы. Такие они фантазийные. Здесь насадка листик самый обычный, номер 70, 1 см на выходе. Листья мне нужны были сразу же крупные, потому что торт большой. Здесь очень-очень важный момент, особенно кто новичок, сразу говорю. Вы должны быть 100% уверены в качестве ваших кондитерских мешков, потому что если вы будете давить с большим количеством крема на неустойчивый кондитерский мешок, он у вас может лопнуть уже на готовые цветы. И это будет очень обидно, что вы испортите композицию. Вот на это всегда обращайте внимание. И в принципе торт наш уже готов. Ничего сложного здесь нет. Главное, просто нужно сварить 2 раза крем, потому что крема нужно много. По сути, у меня ушло здесь 400 грамм белка на весь этот торт. Но это того стоит. Немножко крема у меня осталось. И после корзины, и после цветов. Лучше взять немножко больше крема, чем немножко меньше. Потому что никогда не знаешь, насколько много крема возьмет такая огромная цветочная композиция.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.